Урок 1. Ценить вкусную еду. Звучит очень вкусно. Приятного аппетита. Спасибо, Джон. Не могу дождаться, когда смогу покопаться. Аромат просто восхитительный. Выглядит потрясающе. Вы пробовали новые рецепты или блюда? Да, я экспериментировала с новым рецептом пасты. Я добавила свежую зелень и сливочный соус. Звучит восхитительно. Мне нравится пробовать новые вкусы и изучать разные кулинарные творения. Экспериментировать на кухне и открывать для себя новые вкусы всегда интересно. Мне нравится процесс приготовления. Кулинария может стать отличным творческим подспорьем. Это позволяет вам выразить свои кулинарные навыки и предпочтения. Совершенно верно. Я с удовольствием готовлю еду и вижу удовольствие на лицах людей, когда они пробуют мои блюда. У тебя талант к кулинарии, Анна. Ваши блюда всегда выглядят и имеют невероятный вкус. Спасибо, Джон. Я ценю твои добрые слова. Это мотивирует меня продолжать изучать и совершенствовать свои навыки. Это вполне заслуженно. Ваша страсть к кулинарии проявляется в каждом приготовленном вами блюде. Это очень много значит для меня, Джон. Я рада, что моя страсть воплощается в приятные гастрономические впечатления. Кстати, о гастрономических впечатлениях. Посещали ли вы в последнее время какие-нибудь новые рестораны? Да, недавно я посетил недавно открывшийся тайский ресторан. Вкусы были смелыми, а презентация впечатлила. Звучит фантастически. Мне нравится пробовать разные кухни и наслаждаться уникальными вкусами, которые они предлагают. Изучение разных кухонь расширяет ваш вкус и знакомит вас с миром разнообразных вкусов. Совершенно верно. Это все равно, что отправиться в кулинарное приключение, не покидая своего города. Не могу не согласиться, Джон. Еда объединяет людей и культуры. Это действительно так. Удивительно, как еда может объединить людей и создать незабываемые впечатления. Действительно, совместная трапеза создает узы и моменты, которыми мы дорожим на всю жизнь. Что ж, Анна, приятного аппетита. Уверена, это будет восхитительный опыт. Спасибо, Джон. Я ценю ваши добрые пожелания. Приятного аппетита. Добро пожаловать, Анна. Наслаждайся каждым кусочком. Было приятно обсудить с вами еду. Точно так же, Джон. Еда всегда доставляет удовольствие от беседы. Хорошего дня. Спасибо, Анна. Ты тоже. Позаботьтесь о себе и насладитесь каждым кулинарным наслаждением, которое встретится на вашем пути. Урок 2. Рекомендации по организации отдыха на выходных. Отлично. Могу порекомендовать отель Парквау. Он отвечает всем вашим критериям и имеет отличные отзывы. Звучит многообещающе. Какие удобства предлагает отель? В отеле есть фитнес-центр, спа-салон для отдыха и ресторан с разнообразным меню. Это прекрасно.
Мне нравится вести активный образ жизни даже во время отпуска, и посещение фитнес-центра является плюсом. Совершенно верно. Приятно иметь возможность заниматься спортом, находясь вдали от дома. А спа станет прекрасным способом расслабиться и побаловать себя в выходные дни. Я согласен. Небольшое количество заботы о себе во многом омолаживает наше тело и разум. А как же местоположение? Рядом ли оно с какими-либо достопримечательностями или природными пейзажами? Да, отель расположен рядом с красивым парком с пешеходными тропами и живописными видами. Это просто фантастика. Прогулка по парку и наслаждение природой были бы отличным способом провести время. Думаю, вы оцените это по достоинству. Я знаю, как тебе нравится быть в окружении природы. Определенно. Пребывание на природе оказывает успокаивающее действие и помогает мне зарядиться энергией. Кроме того, отель находится всего в нескольких минутах езды от очаровательного города с магазинами и кафе. Звучит прекрасно. Было бы неплохо осмотреть город и попробовать местную кухню. Думаю, вам это может понравиться. В городе царит оживленная атмосфера и множество интересных мест. Я ценю твою рекомендацию, Джон. Похоже, в отеле Парквау есть все, что мы ищем. Я рада, что вам понравилось. Думаю, это был бы идеальный выбор для нашего отдыха на выходных. Тогда давайте забронируем его. Я в восторге от нашей предстоящей поездки. Я тоже, Анна. Я с нетерпением жду возможности создать прекрасные воспоминания вместе в отеле Парквау. Спасибо за предложение такого замечательного варианта, Джон. Я ценю твою вдумчивость. Мне очень приятно, Анна. Я всегда стараюсь сделать наши впечатления приятными и незабываемыми. Урок 3. Работа и искусство редактирования. Обычно полезная работа приносит чувство удовлетворения. Как насчет редактирования? Редактирование играет решающую роль в уточнении и совершенствовании различных форм контента. Это правда. Это помогает обеспечить ясность, согласованность и точность письменных материалов. Совершенно верно. Редактирование улучшает читаемость и общее качество контента. Какие ключевые навыки позволяют стать хорошим редактором? Внимание к деталям необходимо для выявления ошибок и несоответствий. Хорошие коммуникативные навыки также необходимы для сотрудничества с писателями. Я вижу, как эти навыки могут пригодиться в процессе редактирования. А как насчет способности давать конструктивные отзывы? Предоставление конструктивной обратной связи действительно важно. Это помогает писателям улучшить свою работу и стать профессионалами. Я полагаю, что открытость и способность адаптироваться также полезны для редактора. Совершенно верно. Редакторам необходимо адаптироваться к различным стилям и жанрам письма, сохраняя при этом задуманное сообщение. Как улучшить свои навыки редактирования? Тщательное чтение может улучшить знание языка, грамматики и стиля. Оно также знакомит редакторов с различными стилями письма.
Практика редактирования и получение отзывов от опытных редакторов тоже могут быть полезны, верно? Да, участие в упражнениях по редактированию и получение отзывов могут помочь отточить навыки редактирования и получить ценную информацию. Существуют ли общие проблемы, с которыми сталкиваются редакторы? Да, управление временем может стать проблемой при соблюдении сроков. Сохранять объективность при редактировании собственной работы также может быть непросто. Похоже, что редактирование требует сочетания технических навыков и внимательного отношения к деталям. Действительно, хороший редактор должен обладать как техническими знаниями, так и проницательным взглядом на выявление областей, требующих улучшения. Как найти баланс между сохранением голоса писателя и внесением необходимых изменений? Важно уважать голос автора, обеспечивая при этом ясность и последовательность. Сотрудничество и четкая коммуникация помогают достичь этого баланса. Я вижу, что сотрудничество играет ключевую роль в процессе редактирования. Это совместная работа автора и редактора. Совершенно верно. Сотрудничество способствует налаживанию позитивных рабочих отношений и созданию безупречного конечного продукта. Спасибо, что поделились этим мнением, Анна. Редактирование — это увлекательный и ценный набор навыков. Добро пожаловать, Джон. Я рад, что обсуждение показалось вам содержательным. Редактирование действительно занимает важное место в мире создания контента. Я ценю твой опыт, Анна. Было приятно обсудить с вами искусство редактирования. Точно так же, Джон. Если вам понадобится помощь в редактировании или у вас возникнут дополнительные вопросы, обращайтесь к нам. Удачного дня! Спасибо, Анна. Я запомню это. Желаю вам также продуктивного дня. Береги себя. Урок 4. Защита личной информации. Да, речь идет о том, как наша личная информация может подвергаться риску. Безусловно, Джон. В современную цифровую эпоху защита наших персональных данных имеет первостепенное значение. Каковы некоторые распространенные риски, связанные с нашей личной информацией? Кибератаки, утечка данных и кража личных данных — вот некоторые из основных рисков, с которыми мы сталкиваемся. Вызывает тревогу то, как легко наша информация может быть взломана. Какие шаги мы можем предпринять, чтобы защитить себя? Хорошим началом будет использование надежных уникальных паролей и двухфакторная аутентификация. Регулярное обновление наших устройств и программного обеспечения также поможет защититься от уязвимостей, верно? Да, обновление наших устройств и программного обеспечения гарантирует наличие последних исправлений безопасности. Как насчет осторожности при обмене личной информацией в интернете? Внимательное отношение к тому, что мы публикуем в социальных сетях, и избегание подозрительных веб-сайтов могут свести риски к минимуму. Также важно знать о попытках фишинга, верно? Совершенно верно. Бдительность в отношении фишинговых писем и сообщений помогает не стать жертвой мошенничества. Существуют ли какие-либо настройки или инструменты конфиденциальности, которые мы можем использовать для защиты нашей личной информации?
Да, многие онлайн-платформы предлагают настройки конфиденциальности, которые позволяют нам контролировать доступ к нашей информации. Шифрование наших данных и использование виртуальных частных сетей, VPN, могут повысить уровень безопасности, верно? Верно, Джон. Шифрование и VPN помогают защитить наши данные при работе в интернете или использовании общественных сетей Wi-Fi. Есть ли что-то еще, что мы должны иметь в виду для защиты нашей личной информации? Регулярный мониторинг нашей финансовой отчетности и кредитных отчетов поможет выявить любые подозрительные действия. Очень важно быть в курсе последних практик безопасности и потенциальных угроз, не так ли? Совершенно верно. Для защиты нашей личной информации крайне важно проявлять инициативу и быть в курсе мер безопасности. Спасибо, что поделились этими ценными советами, Анна. Важно, чтобы каждый уделял приоритетное внимание безопасности данных. Добро пожаловать, Джон. Я рад, что обсуждение показалось вам полезным. Безопасность данных – важнейший аспект нашей цифровой жизни. Действительно, Анна. Давайте сделаем все возможное, чтобы защитить нашу личную информацию и побудить других сделать то же самое. Безусловно, Джон. Вместе мы сможем создать более безопасную онлайн-среду. Будьте в безопасности и берегите себя. Спасибо, Анна. Ты тоже. Будьте в безопасности и желаем вам прекрасного дня. До следующего раза. Урок 5. Успокаивающий звук дождя. Мне нравится шум дождя. Это успокаивает, особенно ночью. Согласен, Джон. В нежном похлопывании капель дождя есть что-то успокаивающее. Это создает умиротворяющую атмосферу, не так ли? Это идеальное место для отдыха и расслабления. Совершенно верно. Ритмичный звук дождя может помочь нам обрести спокойствие и успокоиться. Мне особенно приятно слушать дождь, сидя калачиком с хорошей книгой. Идеальное сочетание. Дождь создает уютную атмосферу для чтения и погружения в историю. Мне также приятно засыпать под шум дождя. Это убаюкивает меня глубоким сном. Я чувствую то же самое. Дождь действует как естественное снотворное средство, издавая успокаивающий фоновый шум. Вы когда-нибудь слушали звуки дождя или использовали приложения, посвященные дождю, для отдыха? Да, у меня есть. Звуки дождя или приложения, имитирующие дождь, могут стать отличным способом расслабиться и создать успокаивающую обстановку. Удивительно, как шум дождя может так положительно повлиять на наше самочувствие. Природа заботится о нас, и шум дождя – один из ее многочисленных даров. Совершенно верно. Это простое удовольствие, которое приносит ощущение покоя и спокойствия. И самое приятное то, что она доступна каждому. Мы можем наслаждаться симфонией природы бесплатно. Дождь также очищает окружающую среду и освежает воздух. Это правда. Дождь очищает природу и, в свою очередь, приносит ощущение обновления в наши чувства. Удивительно, как такое естественное явление, как дождь, может поднять нам настроение и подарить моменты спокойствия.
Природа напоминает нам о том, что нужно притормозить, ценить настоящее и находить красоту в самых простых вещах. Хорошо сказано, Анна. Давайте беречь эти дождливые моменты и позволим их успокаивающим мелодиям доставить нам радость. Безусловно, Джон. Пусть шум дождя продолжает приносить нам мир и спокойствие. Хорошего дня! Спасибо, Анна. Ты тоже. По возможности наслаждайтесь успокаивающим звуком дождя. До следующего раза. Урок 6. Извинения за неудобства. Работает нормально. Прошу прощения за доставленные неудобства. Мы сразу все исправим. Спасибо за решение проблемы, Джон. Мы ценим ваше оперативное внимание к этому вопросу. Мы стремимся обеспечить бесперебойную работу, и я приношу извинения за возможные сбои. Понятно, что могут возникнуть технические трудности. Мы ценим ваши усилия по их решению. Наша команда стремится к тому, чтобы все прошло гладко, и мы приносим извинения за причиненные неудобства. Ваша приверженность скорейшему решению этой проблемы заслуживает похвалы. Мы понимаем, что могут возникнуть проблемы. Мы ценим ваше терпение и понимание, пока мы работаем над исправлением ситуации. Мы высоко ценим транспарентность и шаги, предпринятые для решения этой проблемы. Спасибо, что держите нас в курсе событий. Удовлетворение потребностей клиентов является нашим главным приоритетом, и мы приносим извинения за любое разочарование. Ваше признание и извинения во многом способствуют поддержанию позитивных отношений с клиентами. Мы стремимся обеспечить высокий уровень обслуживания и приносим извинения за причиненные неудобства. Ваша приверженность решению проблемы вселяет в ваших клиентов доверие. Мы ценим ваши усилия. Мы еще раз приносим извинения и заверяем вас, что приложим все усилия для предотвращения подобных проблем в будущем. Спасибо за ваши извинения и приверженность предотвращению будущих неудобств. Мы ценим ваше внимание к деталям. Мы понимаем важность безупречного обслуживания и приносим извинения за неудачу. Ваша готовность взять на себя ответственность и извиниться положительно отражается на вашей компании. Мы ценим вашу искренность. Спасибо за понимание и принятие наших извинений. Мы ценим ваши отзывы и поддержку. Мы ценим вашу приверженность решению проблемы и вашу приверженность удовлетворению потребностей клиентов. Спасибо за ваши извинения. Мы еще раз приносим извинения и заверяем вас, что мы усердно работаем над исправлением ситуации. Урок 7. Улучшение впечатлений от покупок. Абсолютно. Это улучшит наше впечатление от покупок. Согласен, Джон. Улучшение качества покупок необходимо для удовлетворения потребностей клиентов. Какими способами мы можем улучшить впечатление от покупок? Хорошей отправной точкой является создание удобного веб-сайта или приложения с интуитивно понятной навигацией. Совершенно верно. Простые в использовании платформы позволяют клиентам удобно просматривать и находить то, что им нужно.
Предоставление индивидуальных рекомендаций, основанных на предпочтениях клиентов, также может улучшить их путешествие по магазинам. Это правда. Составление предложений в соответствии с их интересами может сделать впечатления более персонализированными и приятными. Четкие и подробные описания продуктов, а также высококачественные изображения могут помочь клиентам принимать обоснованные решения. Предоставление исчерпывающей информации дает покупателям уверенность в своих покупках. Еще один аспект — эффективная поддержка клиентов. Быстрое реагирование на запросы и проблемы может улучшить общий опыт. Отличное обслуживание клиентов имеет решающее значение. Это укрепляет доверие и способствует долгосрочным отношениям с клиентами. Упрощение процесса оформления заказа и предложение нескольких вариантов оплаты также могут упростить процесс оплаты. Совершенно верно. Плавный процесс оформления заказа снижает трудности и делает покупку удобной для клиентов. Кроме того, быстрая и надежная доставка может еще больше повысить удовлетворенность клиентов. Быстрая и надежная доставка – ключевой фактор, способствующий положительному впечатлению от покупок. Внедрение беспроблемной политики возврата также может обеспечить покупателям душевное спокойствие при совершении покупки. Это важно. Гибкая политика возврата показывает, что компания ценит удовлетворенность клиентов. Сбор отзывов и активное выслушивание предложений клиентов могут помочь определить области, нуждающиеся в улучшении. Отзывы клиентов играют неоценимую роль в внесении необходимых корректировок для улучшения впечатлений от покупок. Наконец, будьте в курсе последних тенденций и технологий электронной коммерции, чтобы сделать покупки свежими и инновационными. Адаптация к меняющимся условиям обеспечивает покупателям доступ к современным и удобным вариантам покупок. Реализуя эти стратегии, мы можем сделать покупки более приятными и приятными. Безусловно, Анна. Давайте расставим приоритеты в потребностях клиентов и будем постоянно стремиться к улучшению их покупательского пути. Согласен, Джон. Чем лучше впечатление, тем счастливее будут наши клиенты. Желаем вам удачного шопинга. Приветствую вас, Анна. Давайте вместе создадим исключительные впечатления от шопинга. До следующего раза. Урок 8. Анализ рыночной стоимости. Анна, я провела небольшое исследование и думаю, что рыночная стоимость составляет около $X. Как вы думаете? Это интересно, Джон. Важно проанализировать рыночную стоимость, прежде чем принимать какие-либо финансовые решения. Какие факторы вы учли? Я изучила последние данные о продажах, исторические тенденции и текущую экономическую ситуацию, Анна. Эти факторы помогли мне оценить рыночную стоимость. Похоже, это комплексный подход, Джон. Учитывали ли вы также какие-либо конкретные факторы, которые могут повлиять на стоимость? Да, Анна. Я учла такие факторы, как местоположение, спрос, конкуренция и состояние товара или имущества. Эти факторы действительно могут существенно повлиять на рыночную стоимость, Джон. Очень важно тщательно их оценить. Безусловно, Анна.
Анализируя эти факторы, я лучше поняла потенциальную рыночную стоимость. Обращались ли вы к экспертам или специалистам в этой области, чтобы подтвердить свое исследование, Джон? Да, Анна. Я обратилась за советом к агентам по недвижимости и финансовым аналитикам, специализирующимся на рыночной оценке. Их идеи оказались ценными. Здорово, что вы обратились к экспертам, Джон. Их опыт может придать вашему анализу дополнительную достоверность. Согласна, Анна. Важно объединять разные точки зрения и опыт, чтобы принимать обоснованные решения. Теперь, когда у вас есть приблизительная рыночная стоимость, каковы ваши дальнейшие шаги, Джон? Моим следующим шагом будет сравнение оценочной стоимости с аналогичными объявлениями или недавними продажами, чтобы подтвердить мое исследование, Анна. Это мудрый подход, Джон. Сравнение с аналогичными объявлениями или продажами может дать вам более четкое представление о рынке. Как только я подтвержу стоимость, я смогу принимать обоснованные решения о покупке, продаже или инвестировании, Анна. Так и надо, Джон. Принимая решения на основе тщательных исследований и анализа, вы можете снизить потенциальные риски. Точно, Анна. Принятие финансовых решений на основе тщательного анализа рыночной стоимости имеет решающее значение для успеха. Я рад, что вы нашли время провести тщательное исследование, Джон. Это свидетельствует о вашем стремлении принимать взвешенные решения. Спасибо, Анна. Я считаю, что понимание рыночной стоимости помогает людям принимать более эффективные финансовые решения. Безусловно, Джон. Это ценный навык в различных сферах жизни, будь то недвижимость, инвестиции или даже личные активы. Не могу не согласиться, Анна. Анализ рыночной стоимости – важнейший инструмент для принятия обоснованных финансовых решений. Я рад, что мы поговорили об этом, Джон. Это подчеркивает важность исследований и анализа рыночной стоимости. Действительно, Анна. Это урок, который я возьму с собой и применю в своих будущих финансовых начинаниях. Я уверен, что ваши тщательные исследования и анализ приведут к обоснованным и успешным решениям, Джон. Спасибо, Анна. Ваша поддержка и поддержка очень много значат. Вот как принимать мудрые решения на основе анализа рыночной стоимости. Урок 9. Проверка цен на билеты в театр. Анна, я слышала о новой пьесе, которая выйдет в город. Звучит интересно. Стоит ли нам пойти посмотреть его? Звучит как хорошая идея, Джон. Просмотр спектакля может стать отличным способом провести вечер. Давайте проверим цены на билеты на сайте театра. Я так и сделаю, Анна. Важно знать цены заранее, чтобы мы могли соответствующим образом спланировать бюджет. Безусловно, Джон. Заранее проверив цены на билеты, мы можем убедиться, что они соответствуют нашему бюджету. Сейчас я на сайте театра, Анна. Посмотрим, указаны ли у них цены на билеты. Не торопитесь, Джон. Давайте узнаем, сколько стоят билеты на спектакль. Я нашла раздел с билетами на их сайте, Анна. Похоже, у них разные ценовые категории в зависимости от места рассадки.
Это обычное дело, Джон. Цены на разные места для сидения часто различаются в зависимости от вида и близости к сцене. Похоже, что цены варьируются от X$ за балконные кресла до Y$ за оркестровые кресла премиум-класса. Анна. Приятно это знать, Джон. При выборе категории сидений мы можем учитывать свои предпочтения и бюджет. У них также есть скидки для студентов и пожилых людей. Анна. Нам следует проверить, соответствуем ли мы требованиям любого из них. Это стоит изучить, Джон. Скидки помогут нам сэкономить деньги, наслаждаясь игрой. Я проверю конкретные требования к скидкам для студентов и пенсионеров. Анна. Возможно, потребуется действительное удостоверение личности или подтверждение возраста. Это важная информация, Джон. Мы должны убедиться, что мы соответствуем требованиям, чтобы воспользоваться любыми доступными скидками. Я нашла подробности, Анна. Похоже, мы оба имеем право на студенческую скидку. Мы можем сэкономить на билетах. Отличная новость, Джон. Всегда приятно воспользоваться скидками и получить больше пользы от наших денег. Теперь, когда мы знаем цены на билеты и доступные скидки, мы можем определиться с категорией мест и совершить покупку. Действительно, Джон. При выборе мест мы учитываем свои предпочтения, бюджет и общий уровень впечатлений. Я забронирую билеты, Анна. Мы можем выбрать дату, категорию мест и произвести оплату онлайн. Звучит неплохо, Джон. Давайте займем место для спектакля и с нетерпением ждем приятного вечера. Билеты забронированы, Анна. Все готовы к спектаклю. Я в восторге. Замечательно, Джон. Не могу дождаться, когда смогу посмотреть спектакль вместе с тобой. Это будет фантастический опыт. Спасибо за предложение, Анна. Это будет незабываемый вечер, и я рада, что мы собрались вместе. Добро пожаловать, Джон. Я рад, что мы поделимся этим опытом. Мы прекрасно проведем время в театре. Приветствую вас, Анна. Давайте приготовимся к вечеру, наполненному смехом, эмоциями и отличными выступлениями. Урок 10. Изучение обувных магазинов. Что ж, поблизости есть несколько популярных обувных магазинов. Мы можем их проверить. Похоже, это хороший план, Джон. Посещение разных магазинов даст нам больше возможностей на выбор. Точно, Анна. Мы можем сравнить цены, стили и найти идеальную пару обуви, соответствующую нашим потребностям. О каких магазинах ты думаешь, Джон? О каких конкретных из них вы слышали что-то хорошее? Я слышала отличные отзывы о Шагах и Салиматах, Анна. Кажется, у них широкий выбор обуви. Эти магазины выглядят многообещающе, Джон. Давайте начнем с Шагов, а затем перейдем к Салимейтс. Похоже на план, Анна. Мы также можем обратиться к сотрудникам магазина за рекомендациями и информацией о текущих продажах. Отличная идея, Джон. Сотрудники магазина могут предоставить ценную информацию и помочь нам принимать обоснованные решения. Согласна, Анна.
Давайте отдадим предпочтение комфорту и качеству, не забывая при этом о предпочитаемом нами стиле. Безусловно, Джон. Комфорт и качество – важные факторы, которые следует учитывать при покупке обуви. Мы также должны примерить разные размеры, чтобы обувь хорошо сидела по фигуре, Анна. Удобная обувь обязательно. Определенно, Джон. Примерка разных размеров поможет нам найти идеальную посадку и избежать дискомфорта в дальнейшем. Также неплохо походить в туфлях и посмотреть, как они себя чувствуют, Анна. Мы должны хорошенько их протестировать. Согласен, Джон. Прогуливаясь в обуви, мы лучше поймем, как они чувствуют себя комфортно и оказывают поддержку. Мы также можем проверить, действуют ли в магазинах правила возврата или обмена, Анна. На всякий случай, если мы передумаем. Это мудрое предложение, Джон. Зная правила возврата или обмена, мы будем спокойны. Давай не будем забывать и о нашем бюджете, Анна. Важно найти обувь в нашем ценовом диапазоне. Безусловно, Джон. Мы должны установить бюджет и придерживаться его при посещении обувных магазинов. Мне не терпится примерить разные туфли и найти идеальную пару, Анна. Покупать новую обувь всегда интересно. Я чувствую то же самое, Джон. Примерить разные туфли и найти ту, которая идеально подходит, доставляет удовольствие. Давай отправимся в путь и начнем наше путешествие по магазинам обуви, Анна. У меня такое чувство, что мы найдем отличные варианты. Я готова, Джон. Пойдем заглянем в обувные магазины и насладимся процессом поиска идеальной пары обуви. Мы хотим найти идеальную обувь, сочетающую в себе стиль, комфорт и качество, Анна. Давайте сделаем эту поездку по магазинам удачной. Урок 11. Здоровые привычки и упражнения. Регулярные физические упражнения и правильное питание – все это меняет мир к лучшему. Я слышала, что заниматься спортом по утрам полезно. Приятно это слышать, Джон. Занятия спортом по утрам могут дать толчок вашему дню и повысить уровень энергии. Точно, Анна. Это задает позитивный тон на весь день и помогает мне сосредоточиться. Я рада, что вы нашли подходящую для вас рутину, Джон. Какие упражнения вы выполняли? Я занимаюсь кардиотренировками и силовыми тренировками, Анна. Это мотивирует меня и улучшает общую физическую форму. Похоже, это комплексный подход, Джон. Кардиотренировки и силовые тренировки дополняют друг друга для достижения оптимальных результатов. Определенно, Анна. Кардиотренировки помогают мне повысить выносливость, а силовые тренировки наращивают мышцы и повышают силу. Хорошо иметь сбалансированный режим тренировок, Джон. А как насчет правильного питания? Как дела? Чистая еда изменила правила игры, Анна. Я заметила повышение уровня энергии и улучшение пищеварения. Это просто фантастика, Джон. Насыщая свое тело полезной пищей, мы пожинаем плоды. Безусловно, Анна. Насыщение организма питательной пищей поддерживает общее самочувствие и помогает нам лучше работать.
Заметили ли вы какие-либо конкретные изменения в своем теле или настроении после принятия этих здоровых привычек? Я заметила повышение мышечного тонуса и улучшение настроения, Анна. Удивительно, как наш образ жизни может повлиять на нас. Наше тело устойчиво, Джон. Когда мы заботимся о них, они реагируют положительно. Не могу не согласиться, Анна. Важно уделять приоритетное внимание уходу за собой и каждый день принимать здоровые решения. Отрадно видеть твою преданность делу, Джон. Ваша приверженность здоровому образу жизни служит отличным примером. Спасибо, Анна. Я считаю, что небольшие последовательные действия приводят к значительным долгосрочным изменениям. Безусловно, Джон. Последовательность играет ключевую роль в поддержании здорового образа жизни. Приглашаю тебя присоединиться ко мне, Анна. Вместе мы сможем мотивировать друг друга не сбиваться с намеченного пути. Благодарю за приглашение, Джон. Давайте поддержим друг друга на нашем пути к улучшению здоровья. Похоже на план, Анна. Мы будем привлекать друг друга к ответственности и радоваться достигнутому прогрессу. Мне не терпится отправиться в это путешествие вместе с тобой, Джон. Мы стремимся к нашему постоянному росту и благополучию. Приветствую вас, Анна. Давайте поставим здоровье на первое место и вдохновим других делать то же самое. Урок 12. Создание списка покупок. Это было бы полезно. Я отмечу предметы, которые мне нужны дома. Отличная идея, Джон. Наличие списка покупок позволит нам ничего не забыть и сэкономить время в магазине. Определенно, Анна. Это помогает мне организоваться и предотвращает импульсивные покупки. Что ты планируешь добавить в свой список покупок, Джон? Мне нужно пополнить запасы фруктов, овощей и некоторых основных продуктов питания, таких как рис и макароны. Добавление свежих продуктов и предметов первой необходимости для кладовой– разумный шаг, Джон. Я сделаю то же самое. Важно иметь дома множество питательных продуктов, Анна. Что еще тебе нужно? У меня кончились молоко, яйца и йогурт. Я добавлю их в свой список. Отличный выбор, Анна. Молочные продукты содержат необходимые питательные вещества и универсальны. Я также добавлю курицу и рыбу в свой список белковых блюд. Белок необходим для восстановления мышц и общего состояния здоровья, Анна. Отличный звонок. Я обязательно проверю, нужны ли мне чистящие средства или туалетные принадлежности. Это хорошее напоминание, Анна. Эти вещи легко не заметить, но они очень важны. Согласен, Джон. Лучше включить их в список, чем потом понимать, что их больше нет. Есть ли у вас определенные бренды или предпочтения к определенным товарам, Анна? Не особенно, Джон. Я готов попробовать разные бренды в зависимости от доступности и качества. Здесь то же самое, Анна. Гибкость позволяет нам открывать для себя новые продукты и находить то, что лучше всего подходит для нас. Также рекомендуется проверить текущие распродажи или скидки, прежде чем отправиться в магазин. Отличное замечание, Анна.
Экономия денег, когда это возможно, всегда является бонусом. Я сделаю заметку, чтобы сравнить цены и найти предложение, Джон. Это разумный подход, Анна. Это помогает нам принимать взвешенные решения и экономить деньги. Как только мы подготовим списки покупок, мы можем отправиться в магазин вместе, если хотите, Джон. Буду признательна, Анна. Делать покупки вместе всегда приятнее и эффективнее. Похоже на план, Джон. Давайте составим списки покупок и купим все, что нам нужно. Согласна, Анна. Если мы будем организованы, мы проведем успешную и продуктивную поездку по магазинам. С нетерпением жду этого, Джон. Давайте позаботимся о том, чтобы у нас было все необходимое. Безусловно, Анна. Имея в руках списки покупок, мы покорим магазин и проверим все. Вас ждет хорошо спланированная поездка по магазинам и полностью укомплектованная кладовая, Джон. Давайте воплотим это в жизнь. Приветствую вас, Анна. Пойдем покорим магазин. Урок 13. Творческие проекты. Вдохновение, да. У меня есть несколько идей. Как насчет совместной работы над творческим проектом? Звучит захватывающе, Джон. Я всегда готов к новым творческим начинаниям. Какие у вас есть идеи? Я собирался начать фотопроект, запечатлевший красоту природы в нашем районе. Это прекрасная идея, Джон. Фотосъемка природы может быть очень увлекательной и вдохновляющей. Думаю, это позволит нам оценить окружающую красоту и улучшить свои навыки фотографии. Рассчитывай на меня, Джон. Я всегда хотела улучшить свои навыки фотографии и больше исследовать природу. Фантастика! Мы можем спланировать экскурсии по разным паркам, лесам и садам, чтобы запечатлеть разнообразные пейзажи. Мы также можем поэкспериментировать с различными техниками, такими как макросъемка или снимки с длинной выдержкой. Именно так, Анна. Опробование различных техник поможет нам стать фотографами и раскрыть свой творческий потенциал. Кроме того, мы можем создать совместную онлайн-галерею, чтобы продемонстрировать наши лучшие снимки и поделиться ими с другими. Отличная идея! Это будет платформа для вдохновения и общения с другими любителями фотографии. Мы также могли бы писать короткие подписи или истории к нашим фотографиям, добавляя еще один уровень креативности. Мне нравится эта идея, Анна. Сочетание визуальных эффектов и сюжетного повествования может сделать наш проект еще более впечатляющим. Говоря о повествовании, еще один творческий проект, который мы могли бы рассмотреть, это написание рассказов или стихов. Я рада, что вы упомянули об этом, Анна. Письмо позволяет нам уникальным образом выражать свои мысли и воображение. Мы можем по очереди писать друг другу подсказки и смотреть, куда нас приведет творческий подход. Звучит как забавное и сложное упражнение, Анна. Это заставит нас мыслить нестандартно. Мы даже можем собрать наши лучшие работы в небольшую антологию или поделиться ими в блоге или социальных сетях. Отличная идея. Это был бы способ вдохновить других и получить отзывы о наших работах.
Безусловно, Джон. Отзывы ценны для роста и совершенствования в любом творческом начинании. Помимо фотографии и писательства, есть ли у вас в виду другие творческие проекты, Анна? Мне было интересно научиться играть на музыкальном инструменте, например, на гитаре или фортепиано. Это замечательно, Анна. Обучение игре на музыкальном инструменте — прекрасный способ самовыражения. Мы могли бы найти онлайн-уроки или даже взять уроки вместе, чтобы отправиться в это музыкальное путешествие. Я готова к этому, Анна. Совместное обучение сделает этот процесс более приятным и мотивирующим. Значит, все решено, Джон. Мы погрузимся в эти творческие проекты и вместе изучим наши увлечения. Мне не терпится увидеть, что мы создадим, Анна. Давайте вдохновлять друг друга и воплощать наши идеи в жизнь. Мы готовы раскрыть наш творческий потенциал и отправиться в захватывающие творческие приключения, Джон. Приветствую вас, Анна. Давайте раскроем наш творческий потенциал и создадим что-то действительно замечательное. Урок 14. Приключения по изучению языка. Послушайте, я нашла учебник испанского языка. А как же ты, Анна? Вы изучали новые языки? Отлично, Джон. Изучение языка — это всегда увлекательное приключение. В последнее время меня интересует французский язык. Французский — прекрасный язык, Анна. Он известен своей элегантностью и богатым культурным наследием. Я слышал, что изучение нового языка может открыть новые возможности и расширить наш кругозор. Безусловно, Анна. Это позволяет нам общаться с разными культурами и общаться с более широким кругом людей. Как ты планируешь использовать учебник испанского языка, Джон? Планируете ли вы заниматься самостоятельно или посещать занятия? Думаю, я начну с самообучения, Анна. Я буду использовать учебник, чтобы изучить основы и попрактиковаться самостоятельно. Отличный подход, Джон. Самообучение дает вам возможность учиться в удобном для вас темпе. Вы уже думали о том, с чего начнете свое путешествие по французскому языку, Анна? Имеете в виду какие-либо конкретные ресурсы? Я планирую начать с онлайн-ресурсов и приложений для изучения языков, Джон. Доступно множество интерактивных инструментов. Это разумный выбор, Анна. Онлайн-ресурсы предоставляют удобный и доступный способ изучения языка. Мы также можем найти партнеров по языковому обмену или присоединиться к сообществам по изучению языков, чтобы попрактиковаться в разговорной речи. Отличная идея, Анна. Практика с носителями языка или другими учениками неоценима для улучшения беглости речи. Интересно, что изучение нового языка также может улучшить наши когнитивные способности и память, Джон. Безусловно, Анна. Исследования показали, что изучение языка может улучшить навыки решения проблем и общую функцию мозга. Помимо испанского и французского, есть ли другие языки, которые вы хотели бы изучать, Джон? Меня всегда восхищал китайский язык, Анна. Меня заинтриговали его тональный характер и богатая история. Мандаринский китайский — сложный, но полезный язык для изучения, Джон. Это открывает возможности для делового и культурного обмена.
Согласна, Анна. Изучение такого языка, как мандаринский, может наладить связи и преодолеть культурный разрыв. Удивительно, как изучение разных языков может открыть совершенно новый мир возможностей, не так ли, Джон? Это действительно так, Анна. Изучение языка — это путешествие, которое позволяет нам погрузиться в новые культуры и перспективы. А самое приятное то, что мы можем поддерживать и мотивировать друг друга в наших усилиях по изучению языка. Безусловно, Анна. Наличие напарника по изучению языка делает путешествие более приятным и заставляет нас нести ответственность. Давай заключим соглашение, Джон. Мы продолжим наши приключения по изучению языка и будем поощрять друг друга в этом процессе. Я в полном составе, Анна. Давайте вместе отправимся в это лингвистическое путешествие и насладимся красотой разных языков. Мы готовы расширить наш лингвистический репертуар и погрузиться в мир языков, Джон. Приветствую вас, Анна. Давайте погрузимся в наши приключения по изучению языка и откроем для себя новые возможности. Урок 15. Управление цифровой коммуникацией. Меня переполняют постоянные уведомления. Думаю, пришло время установить определенное время для проверки писем или сообщений. Что скажешь, Анна? Я прекрасно понимаю, Джон. Бывает сложно сосредоточиться, постоянно отвлекаясь. Назначить время, отведенное для этого, звучит как отличная идея. Я собирался выделить 2 или 3 конкретных промежутка времени в день, чтобы проверять электронные письма и сообщения и отвечать на них. Таким образом, я смогу без перерыва расставлять приоритеты для других задач. Это разумный подход, Джон. Выделяя определенные промежутки времени, вы сможете повысить производительность и уделять все внимание важным задачам. Точно, Анна. Важно установить границы и взять под контроль нашу цифровую коммуникацию, а не позволять ей контролировать нас. Согласен, Джон. Постоянная проверка электронной почты и сообщений может привести к снижению производительности и повышению стресса. Кроме того, установка определенного времени также позволяет лучше сбалансировать работу и личную жизнь. Мы можем полноценно участвовать в личной жизни без постоянных цифровых отвлекающих факторов. Безусловно, Джон. Нам нужно время, чтобы расслабиться и отвлечься от работы или других дел. Одна из проблем, которую я предвижу, заключается в страхе упустить ответ или отложить его. Как ты планируешь решить эту проблему, Анна? Думаю, очень важно сообщать коллегам, клиентам и друзьям о нашей готовности и времени реагирования. Четко сформулировав ожидания, мы сможем оправдать их ожидания и свести к минимуму любые недоразумения. Отличное замечание, Анна. Прозрачное сообщение о том, что мы готовы к сотрудничеству, помогает другим понять наши границы и побуждает их соблюдать назначенное время общения. Мы также можем использовать автоматические ответы или сообщения об отсутствии на работе в специально отведенное для нас время. Это позволяет людям знать, когда они могут ожидать ответа, и убеждает их в том, что их сообщение важно для нас. Это практичное решение, Анна. Автоматические ответы могут стать временным буфером, пока мы сосредоточимся на задачах. Другая стратегия заключается в том, чтобы отдавать приоритет срочным и важным сообщениям в специально отведенное время. Классифицируя и фильтруя наши цифровые сообщения, мы можем обеспечить оперативное решение важных вопросов. Безусловно, Анна.
Расстановка приоритетов позволяет нам эффективно решать важные задачи, сводя к минимуму отвлекающие факторы. Очень важно соблюдать дисциплину и соблюдать назначенное время общения, даже если возникает соблазн проверить сообщения в другое время. Полностью согласна, Анна. Чтобы противостоять стремлению постоянно проверять уведомления, нужна самодисциплина, но преимущества того стоят. Установив определенное время для проверки электронной почты или сообщений, мы восстанавливаем контроль над своим временем и вниманием, что приводит к повышению производительности и снижению стресса. Это цель, Анна. Мы хотим использовать технологии как инструмент улучшения нашей жизни, а не позволять им поглощать нас. Безусловно, Джон. Давайте возьмем на себя обязательства по внедрению этой практики и вернем себе концентрацию внимания и продуктивность. Я на борту, Анна. Давайте выработаем здоровые привычки цифрового общения и создадим лучший баланс между работой и личной жизнью. Нам нужно взять под контроль наш цифровой мир и найти гармонию между работой и личной жизнью, Джон. Приветствую вас, Анна. Давайте установим определенное время для проверки электронной почты или сообщений и выберем более внимательный подход к цифровому общению. Урок 16. Услуги прачечной и платные услуги. Я заметил, что плата за пользование прачечной составляет $5 за каждую погрузку. Что скажешь, Анна? Это разумно? $5 за груз кажутся завышенными, Джон. Я видел и другие места, где цены ниже. Согласна, Анна. Было бы удобнее, если бы цены были более доступными, особенно для студентов или людей с ограниченным бюджетом. Рассматривали ли вы возможность обсудить это с руководством или арендодателем? Возможно, они готовы скорректировать тарифы, если достаточное количество жителей выразит свои опасения. Отличная идея, Анна. Стоит начать разговор, чтобы узнать, готовы ли они пересмотреть цены. Другим вариантом может быть посещение близлежащих прачечных или альтернативных прачечных. У них могут быть более выгодные цены. Это правда, Анна. Стоит изучить другие варианты, чтобы найти более экономичное решение для стирки. Кроме того, мы также можем изучить возможность распределения расходов с соседями или соседями по комнате. Благодаря разделению расходов расходы станут более доступными для всех. Это практичное предложение, Анна. Разделение расходов может сделать их более управляемыми и снизить нагрузку на отдельных лиц. Еще один способ сэкономить на стирке — оптимизировать использование машин. Мы можем дождаться полной загрузки, прежде чем пользоваться помещениями. Это разумный подход, Анна. Максимальное увеличение размера груза позволяет нам извлечь максимальную пользу из каждого цикла стирки. Мы также можем рассмотреть возможность использования холодной воды для стирки одежды, когда это возможно. Это экономит энергию и снижает общую стоимость. Отличный совет, Анна. Стирка холодной водой не только экономична, но и экологична. В некоторых случаях, возможно, стоит приобрести переносную стиральную машину или найти жилье со встроенной прачечной. В долгосрочной перспективе это может сэкономить нам деньги. Это верное замечание, Анна.
Наличие собственной стиральной машины или доступа к встроенным удобствам обеспечивает удобство и устраняет необходимость в сторонних услугах прачечной. В конечном счете, при выборе наилучшего подхода к стирке важно взвесить факторы стоимости и удобства. Ты права, Анна. Речь идет о том, чтобы найти баланс, соответствующий нашему бюджету и образу жизни, и при этом обеспечить чистоту одежды. И помните, что правильная стирка, такая как использование правильного количества моющего средства и соблюдение инструкций по уходу, также могут помочь продлить срок службы нашей одежды и снизить потребность в частой стирке. Безусловно, Анна. Правильный уход за одеждой не только экономит деньги, но и помогает сохранить ее качество. Давайте изучим доступные варианты и найдем наиболее экономичное и удобное решение для наших потребностей в прачечной, Джон. Я согласен с этим, Анна. Давайте предпримем активные шаги по управлению расходами на стирку и примем взвешенные решения. Мы постараемся найти доступные и эффективные способы поддержания чистоты и свежести нашей одежды, Джон. Приветствую вас, Анна. Давайте решим проблему стирки с помощью умных стратегий и при этом сэкономим несколько долларов. Урок 17. Многозадачность на кухне. Я обязательно приготовлю рис, пока вы будете готовить карри. Мы можем выполнять несколько задач одновременно и быстрее готовить ужин. Что скажешь, Анна? Похоже, это эффективный план, Джон. Это отличный способ разделить задачи и сэкономить время на кухне. Точно, Анна. Работая одновременно, мы можем максимально использовать свое время и быстрее приготовить вкусную еду на столе. Я начну готовить ингредиенты для карри, пока вы будете обрабатывать рис. Мы можем координировать и синхронизировать процесс приготовления. Отличная идея, Анна. При необходимости мы можем общаться друг с другом и помогать друг другу, гарантируя, что все пройдет гладко. Пока рис готовится, я могу нарезать овощи и собрать специи для карри. Это упростит процесс. Отлично, Анна. Пока рис закипит, я сосредоточусь на достижении нужной текстуры и консистенции. Очень важно внимательно следить за этим. А пока я могу обжарить лук и чеснок для основы карри. Аромат будет наполнять кухню, пока мы будем работать над другими задачами. Звучит очень вкусно, Анна. Как только рис приготовится, я взберу его вилкой и даю отдохнуть, пока мы закончим последнее приготовление карри. Пока карри кипит, мы можем использовать время ожидания, чтобы накрыть стол и приготовить дополнительные гарниры или приправы. Отличное предложение, Анна. Время простоя во время приготовления пищи эффективно использовать для выполнения других небольших задач и обеспечения приятного аппетита. Я буду следить за карри, периодически помешивая, чтобы оно не прилипало к сковороде. Тем временем вы можете проверить рис, чтобы убедиться, что он идеально приготовлен. Безусловно, Анна. Очень важно поддерживать правильный уровень тепла и перемешивать карри, чтобы оно приобрело свой вкус. Я также попробую рис на гарнир. Когда карри будет готово, мы можем выключить огонь и дать ему постоять несколько минут, чтобы ароматы смешались. Пока карри остынет, я выложу рис на тарелку и украсю его свежей зеленью или обжаренными семенами кунжута для придания визуальной привлекательности.
Это чудесный штрих, Джон. Презентация играет важную роль в улучшении общего впечатления от ужина. Наконец, мы можем подать карри к пушистому рису и насладиться вкусной домашней едой, которую мы приготовили вместе. Безусловно, Джон. Приятно видеть плоды нашей многозадачной работы и в результате наслаждаться вкусной едой. Давай воплотим наш план в жизнь, Анна. Вместе мы сможем создать кулинарный шедевр, эффективно распоряжаясь временем на кухне. Я очень рад работать вместе с вами, Джон. Это отличная возможность сотрудничать и продемонстрировать свои кулинарные навыки. За многозадачность на кухне и совместное приготовление незабываемых блюд, Анна. Урок 18. Незабываемые и насыщенные каникулы. Планирование уникальных мероприятий и впечатлений определенно сделает отдых более незабываемым и полноценным. Не так ли, Анна? Безусловно, Джон. Особые моменты и необычные приключения оставляют неизгладимое впечатление и делают праздник поистине незабываемым. Я верю, что выход из зоны комфорта и пробовать что-то новое добавляет удовольствия и обогащает наше впечатление от путешествий. Не могу не согласиться, Джон. Посещение незнакомых мест, знакомство с местными обычаями и погружение в культуру могут оставить воспоминания на всю жизнь. Также стоит обратить внимание на отдаленные места или менее известные достопримечательности. Они часто предлагают скрытые сокровища и уникальные встречи. Отличное замечание, Джон. Отправляясь по типичному туристическому маршруту, мы сможем открыть для себя аутентичные впечатления и пообщаться с местным сообществом. Один из способов сделать наш отдых более полноценным — принять участие в значимых мероприятиях, таких как волонтерство или поддержка местных инициатив. Безусловно, Джон. Участие в жизни сообщества, которое мы посещаем, не только дает нам чувство удовлетворения, но и оказывает положительное влияние на город. Еще один аспект, на который следует обратить внимание — попробовать блюда местной кухни и поужинать в традиционных ресторанах. Еда играет важную роль в понимании культуры. Не могу не согласиться, Джон. Дегустируя блюда региональной кухни и знакомясь с местной гастрономической сценой, мы познакомимся с новыми вкусами и кулинарными традициями. Кроме того, занятия на свежем воздухе, такие как походы, сноркелинг или посещение природных заповедников, могут создать ощущение приключений и связи с окружающей средой. Это правда, Джон. Пребывание в окружении природы и занятия на свежем воздухе могут восстановить силы и подарить незабываемые впечатления. Я также считаю, что время, потраченное на общение с местными жителями, будь то беседы или участие в культурных мероприятиях, улучшает впечатление от отдыха. Безусловно, Джон. Общение с местными жителями позволяет нам получить информацию, узнать об их образе жизни и наладить конструктивные связи. Важно сохранять непредубежденность и принимать неожиданности. Иногда самые незабываемые моменты возникают в результате спонтанности и незапланированных приключений. Важно сохранять непредубежденность и принимать неожиданности. Иногда самые незабываемые моменты возникают в результате спонтанности и незапланированных приключений. Наконец, документирование наших впечатлений с помощью фотографий или дневников поможет сохранить воспоминания и сделать отпуск еще более насыщенным.
Согласен, Джон. Запечатлевая моменты с помощью фотографий и записывая свои мысли, мы можем поразмышлять о путешествии и пережить воспоминания позже. Давайте постараемся создать праздник, наполненный необычными моментами, искренними связями и значимыми впечатлениями, Анна. Я согласен с этим, Джон. Давайте спланируем и отправимся в отпуск, который оставит у нас заветные воспоминания на долгие годы. Приветствую вас, Анна. Давайте сделаем каждый момент важным и создадим праздник, который превзойдет наши ожидания и наполнит наше сердце радостью.